Вітаю! Привет. Як справи? Нормально. Как ваши? Також чудово. Вы во Львове? Ні, ми вже вдома. Уже быстро вы Що це швидко ми? доехали? Ну, не швидко. Ну, вчера или когда вы были? Ми Вчера вы їхали, были во Львове, да? звісно, ми 5-го зранку були у Львові вже. Ну да. Можливо, И как поездка? поїздка Успешная? нормально, продуктивно, так. Те, що нам потрібно було зробити, ми все зробили. Можливо, То ви есть вы рассчитывали, что будет да? Я кажу, можливо, ви вже перестанете ось так брудом обливати всіх, тим більше невинну дитину, а почнете конструктивно викладати якісь факти, якісь свої доводи, так як ви починали, нормально починали. Що сталося з вами? От чому перейшла у вас Ну, я така... хотел спросить, вы ехали на заседание судебное, да? Ну, звісно. И почему оно не состоялось, вы не можете сказать? Ну, наскільки я так розумію, що хтось захворів зі сторони звинувачення або зі сторони суддів. Хтось захворів. Це людський фактор зіграв, і тому Софія Особа так виставила свої дописи, що це вже не затягування справи, а це об'єктивна причина. Тобто хтось має право на те, щоб хворіти, а от сторона захисту не має права. Но если бы это был прокурор, то тогда бы заседание бы началось и было бы обсуждение. По идее, единственное, что может быть, это проблема с судьями. Ну, можливо, що хтось із суддів захворів. Це дуже часто ми бачили, як жіночка-суддя в хворобливому стані була присутня. Тобто, видно було, що в неї горло боліло, вона була присутня на судових засіданнях. Ну, можливо, у людини якась температура. Я не кажу, що це у жінки може бути. Хтось із суддів мав високу температуру і, звісно, що не міг бути присутній на судовому засіданні. Це людський фактор. Від цього ніхто не Вот застрахований. я смотрю по расписанию, там Невойт проводит заседание. Вот это вот Баева тоже проводит заседание. Единственное, кого не видно там, это Эдер. Вот этот мужчина. Ну, можливо, Но в такой ситуации нам конкретно не... требуется замена судьи, чтобы... Я так розумію, що йде з запізненням повідомлення, так? О чем сообщение, в смысле, с запозданием? Я кажу те, що ми розмову ведемо, то ось ці слова, які я кажу, доходять до вас із запізненням, так? Ну, вроде нормально, иногда просто прерывается и не слышно, а так все в порядке, по-моему. Можливо, хтось із суддів, можливо, хтось двоє, ми не знаємо. Ну, особа зазначила, що це така об'єктивна причина, чому не відбулось судове засідання. Ну, то есть вы подошли к суду, да, и там узнали. А кто вам сообщил, не скажете? Или вы вообще не подходили к суду? Ну ладно, Дарт Вейдер у нас застеснялась, вышла из эфира. Прозвучал вопрос по поводу грязи, которой я обливаю группу Мусихиной. Ну и в том числе в состав которой входит Дарт Вейдер, вот эта женщина.
не знаю, что называть этой грязью, да. То, что я раскрываю правду про их группу, то, что они колдуны, то, что они там оккультисты, значит, рассказывают про Бога, да, а на самом деле делают магические ритуалы. Это обливание грязью или это так? Просто объективная информация. Значит, если вот такими методами, да, будет достигнут тот результат, к которому стремится, ну или декларирует Мусихина, то это катастрофа. То есть в первую очередь для Вячеслава. Но я не знаю, насколько Вячеслав управляет собой. Ну, то, что он не управляет своими финансами, вот, это ясно. То есть управляет финансами мама. А мама, ну, насколько вот я понял, она занимается оккультизмом. То есть эвритмией, да, она и преподает эту науку. Там есть даже видеозапись о том, как она делает какие-то, ну, магические такие ритуалы, которые она называет, ну, какими-то еврейскими словами. Вот. Поэтому, если вот таким способом будет достигнут тот результат, то это еще хуже бы, да, чем если бы вот этот парень, да, 19-летний Вячеслав, хуже, да, если бы он просто понес незаслуженное наказание. Но, видать, вот эти вот, как бы, ну, группа поддержки, так называемая, а по сути это сборище колдунов, магов и колдунов, которые окружили этот процесс, просто они добиваются, чтобы этот процесс был переведен в русло человеческого жертвоприношения. Когда-то я выпустил видео сразу после смерти Фарион, которое я, ну, как бы во сне, да, было такое видение сонное о том, что Фарион подходит ко мне, у нее там на шее привязан к шее такой веревка, да, и на этой веревке, ну, такой камень в виде кирпича большого. И она вот подходит ко мне, а я стою на пути, такой светлая дорога, да, вот, и она подходит и пытается, значит, мне предложить вот, вот этот вот груз ее, ну, камень, да, который висит у нее на шее. Ну, какая-то возникла пауза, то есть я отказываюсь взять этот груз, этот камень, и она уходит. То есть если путь идет так, как бы вдоль, этот светлый путь, то она уходит туда, поперек этого пути, уходит в кромешную тьму. Вот такое было видение. То есть, и вот сейчас, как бы, вот то, что маги, колдуны, оккультисты окружили, ну, декларируют, что они группа поддержки, и говорят, что, ну, Вячеслав невиновен, там и тому подобные вещи, бездоказательные, кстати, да, то это выглядит как попытка принести Вячеслава в жертву для того, чтобы снять вот этот груз с Фарион. То есть она ушла в эту кромешную тьму, и для того, чтобы ее оттуда освободить, ну, вот вы, да, группа поддержки
Зинченко, которую называете, в том числе и София, они пытаются, значит, принести жертву, да, вот как бы ритуальную жертву для того, чтобы освободить их лидера, языкового, как бы, фюрера украинского, освободить из этой кромешной тьмы. Ну, примерно так оно выглядит, вот с моей точки зрения. Да, будете говорить? Да, я просто маю проблему зі світлом, так як і всі українці. І у нас по стільки годин немає світла, що у мене просто розрядилось джерело безперебійного живлення роутера. І я просто перепідключалася. Тобто я не соромлюся виходити в ефір і казати правду. Ну, Валерію, ну розумієте, у мене була повага до вас як до людини, коли ви починали всі свої ефіри. І що сталося, що у вас з'явилися такі зовсім радикально протилежні погляди? Мені це дуже цікаво. І дуже цікаво, навіщо ви телефонували до Романик. Можете дати відповідь? Да. Ну, во-первых, я бы хотел, конечно, узнать, подходили ли вы 5 февраля к зданию суда, спрашивали ли вы там, почему не началось, или вы там узнали от каких-то других источников, не скажете? Ми проходили, там стояла машина зовсім інша, і В'ячеслава не привозили. То есть вас даже и не пустили в суд, да, и без всяких, как бы, Не було чого пояснений ходити. Там не було взагалі нікого. Там стояла в машина, суде? привозила інших затриманих, зовсім інша машина, і В'ячеслава навіть не привозили на судове засідання. Но вам не пояснили, да, или вам сказали, что суд не состоится, да? Нам сказали, що його не привезуть. А чому То есть суд не привезут, это может быть там он в онлайн-режиме мог участвовать, или сказали, что не состоится таких суд? Ми почерпнули цю інформацію із допису Софії Особи, яка володіє всією цією інформацією. Чому не відбувся суд, хто там захворів, 1, 2 судді чи прокурори всі похворіли. Це інформація тільки відома для Софії. Нам таку інформацію не надав ніхто. Понимаете, но София же за день до этого выложила эту информацию, а вы таки подошли к суду, и поэтому непонятно... Були, проходили, підійшли до суду, там нікого не було. Взагалі не було нікого з людей. Навіть не охорони не було. В суде вообще не было? Суд не работал, да? Ми в суд не піднімалися. Якщо ви бачите, то ми завжди стоїмо на вулиці і чекаємо, коли привезуть В'ячеслава. Ну да, это понятно. То есть и вы не спрашивали, почему и как, и почему не состоится? Нам просто сказали, що його не привезуть. Ну, ясно. То есть, это вы поняли, что потому что не состоится суд. Да, так. Ну хорошо, то есть вопрос был о том, почему я звонил Ромаnek, да? Так. Ну, я там выкладывал видео о том, что я подал жалобу на Ромаnek, как на адвоката, вот, в коллегию адвокатскую Львовской области, где она зарегистрирована. Коллегия эта не смогла рассмотреть эту жалобу и перенаправила во всеукраинскую коллегию адвокатов, это в Киеве, для того, чтобы эта коллегия перенаправила эту жалобу для рассмотрения в какую-то другую областную коллегию адвокатов. И на сегодня там переправлена в Закарпатскую коллегию адвокатов вот моя жалоба на действия адвоката Ромаnek. Вот. Я ей звонил, да, и хотел кое-что узнать у нее. То есть дело в том, что, насколько вы помните, да, то есть у меня возник дефицит информации по второму
декабря заседанию, то есть показания свидетельницы. То есть вы вот все как бы части этого заседания выложили в полном объеме, но что касается свидетельницы из Закарпатья, вот вы там это полностью не выложили. А мне интересно было бы послушать в полном объеме вот те показания, потому что они касаются лично меня. Поэтому я звонил Романек и хотел уточнить, не будет ли она как бы, ну, не сможет ли она взять вот эту запись как участница процесса и поделиться ею со мной, потому что она касается лично меня. Вот. Но, к сожалению, Романек сказала, а можете ли вы говорить на украинском языке? Угу. Вот. И я говорю, что я буду говорить на русском языке. Тогда она бросила трубку, вообще не стала слушать ни о чем я прошу, ни что я хочу от нее. Она бросила трубку, потом я составил жалобу. Эту жалобу я направил уже в Львовскую областную коллегию адвокатов. Это прошло приблизительно полчаса, да, после звонка. И уже после того, как я направил эту жалобу, буквально через 3 минуты, да, и, значит, ну, и через буквально 3 минуты после того, как была направлена жалоба, мне уже пишет Романек, что вы хотите, да, в этом. Ну, а потом, значит, она полностью отключилась от контакта, от связи, и уже на контакт не выходила в дальнейшем. Так, это что касается Романек, да? Угу. Вот, то есть вопрос был о записи, ну, предполагался, да, о записи судебного заседания, конкретно показаний свидетельницы, которые касаются лично меня. Значит, вот что касается Романек. Теперь дальше, что касается, ну вот, наших моментов. Вот все, меня интересует, нет ли у вас информации про то, что случилось с Ланой и ее группой, потому что... Я хочу це у вас запитати. Вот, ну да, то есть полностью контакт оборван и никаких как бы даже звуков нету. От мені цікаво, що сталося. Хотя мы вели стримы совместные, да, то есть были эфиры, вот, и нету и все. И вот это вот мне кажется странным. Дуже странним. Дуже странним навіть те, що матеріальна сторона, це касається матеріальної сторони, те, що обливалася група підтримки, яка залишилася, яка зараз підтримує і далі продовжує підтримувати невинного В'ячеслава, то матеріальна частина звинувачувалася наша група. А Лана була така чиста і чесна. То от ви знаєте, да, що в неї була певна сума коштів на Тіктоці, і я так розумію, що вона їх вивела, і ці кошти належали мамі Олені Зінченко. Вона малася їх перевести на карту мами Олени Зінченко. Так, до сих пір цих коштів немає. От що сталося? Що, вона з вами також не поділилася, чи що? Ну, насчет этих денег, ну, насколько я знаю, да, она говорила о том, что она их не может вывести. Вывела она их или нет, неизвестно. Я пробивал, как бы, да, этот вопрос, потому что она находится в Польше физически, да, и, ну, вот получилось так, что, значит, человек, который в Польше, он из ТикТока вывести, ну, как бы обычным легальным способом эти средства не имеет возможности
Вот насколько я выяснил эту ситуацию. Поэтому для того, чтобы их вывести, ей нужно было бы то ли в Германию выехать, то ли еще куда-то из Польши. Ну, это что касается денег. Вывела она их или нет, я не знаю. Но вот вы говорите, что она вывела. Но, тем не менее, эти деньги не мамины, насколько я понимаю. Это она заработала на своих эфирах ТикТока. А ви знаєте, чим вона заробила гроші? Тим, що ми самі дарували їй там подарунки, і з цих подарунків складалася ця сума. Що значить, це вона заробила? На чому вона заробила? На тих стрімах, які ми вели і підключалися до цих стрімів, і останнім часом вона взагалі не хотіла їх вести і мовчала. Ну, насколько мне известно, она сказала, что вот деньги для того, чтобы вы ей слали подарки в стримах, она вам перечисляла свои. Это ж правда или нет? Валерій, про що ви кажете? Які гроші Лана перечисляла? Боже, яка зухвала брехня. Лана перечисляла Ну, это- нам, щоб ми давали подарунки? Да, это она так сказала, да, чтобы для того, чтобы вы в эфире делали подарки, она свои средства перечисляла вам, и вы за эти средства делали ей подарки в стримах. Бред сумасшедшего. Це Лана. Аферистка. Ну, то есть Аферистка. вот это такая информация. Вот. И, ну, вот это то, что сказала Лана мне, да, вот насчет этих средств. Вы говорили, что она вывела эти деньги. Вы точно знаете, что вывела или нет? Точно не можу стверджувати, але, здається, я десь бачила скрін її. Ну, я тоже заходил, где-то там было видно, что было 900 с чем-то долларов, а потом, наверное, 0, да? Ну, щось есть, таке. От бачила, я или- конкретно не можу вам сказати. Ну, я думаю, що вона їх вивела. І коли вона з вами... Да, похоже, что да. Ну вот я уже даты не помню, но достаточно давно. То есть там был вопрос. Вопрос касался, знаете чего? Вопрос касался того моего заявления в суд о том, что я прошу признать меня потерпевшим в этом деле. Вот. И к этому заявлению я приложил еще ходатайство о переквалификации этого дела со 115 части 2 на 116 статью. Ви в курсі, да? Ну, я чула, я не вникаю в це, в те, що ви там пишете. Вот. И вот это, как бы, мое заявление, которое я подал, оно вызвало вопросы у Ланы там и у ее, значит, группы Ланы о том, как это они сказали, не изменилась ли моя позиция по отношению к Вячеславу в связи с тем, что я подал такое заявление о признании меня потерпевшим. То есть дело в том, что я, ну, как бы не согласен с позицией адвокатов Сулеймы и Вороняка конкретно в этом деле, и поэтому, значит, я, ну, в том числе, да, и поэтому я подал такое заявление для того, чтобы иметь процессуальные права в этом процессе. Вот, если бы меня признали потерпевшим, то тогда я имел бы возможность подавать ходатайство, там, ну, быть активным участником, знакомиться с материалами дела и тому подобное. Вот. Но судья, в частности, Невой, да, он не рассматривает это мое заявление вообще. То есть, и поэтому я, ну, там, спустя, вначале я обратился к уполномоченному по правам человека, вот, поскольку это нарушение права на доступ к судебной защите. Но уполномоченный сказал, что единственная возможность в этом вопросе
это подать жалобу на действия судьи в квалификационную комиссию. Ну, что я и сделал, да, то есть через 2,5, чуть больше месяцев, я подал такую жалобу на судью Невойта. Ну, поскольку я посчитал, что это дисциплинарный проступок, и он просто лишает меня возможности получить судебную защиту, не рассматривая мое заявление. Вот это вот. Пока как бы, то есть заявление принято квалификационной комиссией, рассматривается или нет, в каком состоянии, сейчас сказать не могу, но оно зарегистрировано. То есть таким образом, я думаю, что будет принято решение либо признать проступок Невойта дисциплинарным проступком, нарушением, или нет. Ну, то есть там варианты есть. Поэтому значит, и вопрос, не изменилась ли моя позиция, то есть цель понятна, то есть получить процессуальные права. Что касается потерпевших, то есть поскольку вина Зинченко на сегодня не доказана, то есть мое участие в этом деле как потерпевшего не направлено против Зинченко самого, а оно направлено против того, кто совершил убийство Фарион, понимаете? Угу. Вот. И вот тот, кто совершил убийство Фарион, вот я считаю, он таким образом, значит, нанес мне моральный ущерб, потому что я, как русскоязычный гражданин Украины, ожидал, что суд, который, ну, по уголовному делу о разжигании вражды, которую вела СБУ против Фарион, он примет решение, то есть привлечет ее к ответственности. И поскольку было совершено убийство, значит, это явилось препятствием того, что Фарион не сможет быть привлечена к такой ответственности. То есть, поэтому я и считаю, что я как человек, которому нанесен таким способом моральный ущерб, а я ощущал такую, как бы, да, ну, вред моральный со стороны Фарион и ожидал, что она будет привлечена к ответственности, и это все прекратится, да, с ее стороны. Но на самом деле, значит, было совершено убийство, и вот тот вред, который она оказывала, продолжает оказываться ее последователями. Вот и вся ситуация в этом деле. То есть я не направил свое заявление против лично Вячеслава. То есть это отдельный вопрос. Но вы же понимаете, что если суд признает Вячеслава виновным, да, то тогда нужно будет как бы оценить новую реальность в этой ситуации. Вот как-то так. Ну, може, не стоїть так на випередження йти і такі думки висловлювати. Зараз іде етап, коли заслуховуються всі свідки. Давайте ми спокійно це все пройдемо і дочекаємося роботи адвокатів. Чому ви не погоджуєтеся і чому ви маєте погоджуватися з діями адвокатів? Ви до них не маєте ніякого відношення, так як і ми. Є адвокати, які володіють цією інформацією, у яких вироблена чітка позиція і чіткий план дій. Чому ми маємо щось там висловлюватися, чи погоджуємося ми з діями адвокатів, чи не погоджуємося? Ми до них не маємо ніякого відношення, і впливати на них ми також не маємо ніякого права. От чому вам це там не подобається і чому ви щось прагнете змінити? Дозвольте адвокатам... Ну, потому что я считаю, что я потерпевший в этом деле. Поэтому я как активный участник имею как бы право оценивать действия адвокатов для того, чтобы получить правосудное решение в этой ситуации.
Ви знаєте, я взагалі не можу зрозуміти, ви як потерпівши до цієї справи стосовно В'ячеслава. Ну от я не можу Стосовно зрозуміти. Вячеслава нет, это справа об убийстве Фарион. То есть то, что Вячеслав привлечен в качестве обвиняемого, это, ну, это реальность, да. Яким боком? В смысле, я? Да, Еще ви раз себе вважаєте. повторю, да, я себя считаю потерпевшим, да. Це хай буде окремо, яке має це відношення до цієї справи. Справа об убийстве Фарион. То есть обвиняется человек, который, значит, совершил убийство. То есть она возбуждена по факту убийства. Это справа. Еще до того момента, как был у Вячеслава статус подозреваемого. То есть было возбуждено такое дело. Поэтому то есть, тут оно как бы, моя позиция, она лично с Вячеславом не связана. То есть я не могу изменить свою позицию из-за того, что там Вячеслав такой или другой. То есть у меня своя позиция в этом вопросе. Поэтому я не могу из-за того, что как бы в будущем не нашкодити, да, Вячеславу, там, значит, изменить свою позицию. То есть это давление на меня, то есть вы же понимаете, да? То есть моя позиция, она с ним сейчас вообще не связана. Она связана с человеком, который совершил убийство. Если он будет признан виновным, тогда она может быть связана, то есть свяжется именно с Вячеславом. Но пока нет. В'ячеслав невинний. Я це знаю на 100%. Доведення невинуватості будуть займатися адвокатами. Да, пусть занимается. Ось займається. Я вас дуже прошу, якщо ви маєте чітку свою позицію, то викладуйте її нормально, а не качелі встраюєте. То ви виставляєте дописи того, що В'ячеслав невинний, то ви потім шапку поміняли, виставляєте дописи про те, що В'ячеслав винний. Я вас дуже прошу, ви як людина, ви маєте чітку позицію мати, а не мати оці коливання зліва вправо. Я знаю, що В'ячеслав невинний. Це моя чітка позиція. Я вас понял, то есть, и это ваша личная как бы позиция, ничего странного в этом нету. Но я оцениваю как юрист объективно текущую ситуацию, о том, какие есть доказательства вины вменяемой Вячеславу. И то, что адвокаты... И то, что адвокаты противопоставляют этой позиции стороны обвинения, я считаю недостаточным для того, чтобы получить оправдательный приговор. Поэтому я, как юрист, объективно оценил ситуацию и прихожу к выводу о том, что есть основания, что приговор будет обвинительным. Вот не то, что я считаю его виновным. Я не могу считать его виновным или невиновным. Я объективно оцениваю ситуацию. Просто как факты. А ви що, вже бачили роботу адвокатів? Ну, я вижу, что они не подают доказательства о фальсификации доказательств. Тому що не настав. Ви повинні розуміти. Ви повинні розуміти, 9 місяців йшла фальсифікація справи, і це все викладалося стороною звинувачення в суді. Зараз іде заслуховування всіх свідків. І лише після цього щось адвокати почнуть уже, після цього всього брехні, фальсифікацій, адвокати почнуть свою роботу. Давайте дочекаємося, давайте не будемо лізти і поперед батька в пекло. Давайте спокійно це все приймати. Ну, смотрите, адвокаты должны представить доказательства фальсификаций. Для этого они должны обратиться в соответствующие организации и там как бы потребовать расследовать эти фальсификации. То же самое касается давления на Вячеслава в СИЗО. По его признанию, значит,
в убийстве. Вот, тоже надо доказывать, чтобы было давление. На сегодня я вижу, что нету ни доказательств фальсификации, даже движений адвокатов о доказательствах. Хотя я, например, обращался и в ГБР, значит, с просьбой возбудить такое производство о фальсификации, в частности, доказательств ДНК-экспертизы. Вот. Валерій, ну ще не Ну, заслухані всі свідки, навіть по ДНК-експертизі. Ну я вас прошу, ну дайте час, нехай заслухають всіх свідків. Коли ви побачите, що зроблять адвокати, ви біжите поперед паровоза. Не можна так, ну ви ж юрист, ви ж прекрасно це все розумієте. Ну не можна зараз прямо все викладати, все буде викладено тоді, коли настане цьому час. Давайте я не почекаємо. вижу свидетелей по ДНК-экспертизе, я не вижу в списках, кого вызывают. То есть вы кого вызываете? Экспертов по ДНК-экспертизе? Где Тоцкая? Где эксперт Тоцкая по Це ДНК-экспертизе? Она... заявлені, які експерти будуть, значить це на думку наших захисників, наших адвокатів, ті будуть і заслухані свідки. Будь Да, ласка, я вас... вот. И я не согласен с думкой, то есть с позицией ваших адвокатов. Поэтому я считаю, что доказательств не будет. И вы можете не сомневаться в этом. То есть их позиция, вот я оцениваю как юрист их позицию, что доказательств фальсификации и доказательств давления не будет. Вот какая у меня позиция. Валерій, ви ніхто, так як і я, ніхто. Якщо ви хочете допомагати, то допомагайте. Якщо у вас є якась інформація, викладуйте її, доводьте. У вас є непогані ваші дописи, там, де ви дійсно звертаєте увагу на факти, які дуже корисні. Ми це все взяли до уваги. Але я вас дуже прошу, Валерій, не втручайтесь туди, куди вас ніхто не просить. Не шкодьте. Якщо ви не можете допомогти, то, будь ласка, не шкодьте. Ви своїми Вы діями... знаете, вы мне, пожалуйста, не указываете, что мне делать и что мне не делать. Это мое личное дело. Значит, какие действия совершать или не совершать. То есть вы хотите, чтобы я отказался в угоду, да, что ваши адвокаты не защищают Вячеслава, не представляют доказательства его невиновности, чтобы я не делал каких-то действий, да? Это вы хотите? Я хочу сказати, що ви ніхто, точно так, як і я ніхто. І щоб Я ви считаю, что я имею право быть потерпевшим в этой справе. А вот Не вы лезьте. никто действительно. Это вы не лезьте в мою позицию. Ну, горохом об стінку. Ви, якщо не Да, знаєте, точно, то да. просто брехніть, розумієте? Ви брехні вже Я не стільки знаю. вивели. На всіх. Я вылил. Я факты. Я знаю, что Мусихина присвоила себе 10 тысяч долларов. И Брехня. теперь плачется Брехня. о том, что, значит, донатьте, значит, на экспертизы дорогие. Валерій, ви не володієте всією інформацією. І вам цю Я інформацію владею, я с ней лично в эфире это выяснил. И это заявляю. я владею этой информацией. Брехня, ви розумієте чи ні? Брехня. І ви дзвонили, і ви узнавали, і вам все підтверджували, але до вас все рівно не доходить, бо ви хочете Что гнути... подтверждали? Что Мусихина взяла деньги, которые Вона- предназначаются на помощь Вячеславу, да? Не лізьте туди, куди вас... Как это не мое дело? не Вы відношення... мошенники. Вы мошенники. Мошенники. Бог вам Ну, суддя. потому что вы взяли деньги на помощь Вячеславу, а Мусихина заключила договор с каким-то юристом, с каким-то адвокатом там, который вообще не вошел в дело. Яке ваше діло? Это мошенничество. Мама і тато Діло? все знають. Яке ваше діло до цього? Хто ви такі? Ви Так ніхто мама и тата, они заодно с вами. То есть вы целая компания вот этих вот мошенников, понимаете? Мама мошенник? Боже, яка ви скотина? да. Бог вам суддя.
Я вам бажаю тільки ось таких падлюк, як Ілана, по життю, щоб вам траплялися. А це все брехня, і Бог вас за це накаже. З вами нема про що говорити, ви нічтожні. Вы представитель Бога, да? Или вы боитесь чего-то еще? Я боюсь? За що я боюся? За що мені боятися? Ну вы колдунья, вы же вместе там с Мусихиной колдуете. О каком Боге вы говорите? Ви недалека людина, недалека. Я недалеко. А, У меня да. 4 высших образования. Это вы недалеко. М. Домохозяйка, как говорит швец. Я домохозяйка. Я Да, иди працюю, борщ вари. працюю. Да, точно. Я тільки мою зарплату, і ніхто мені більше не фінансує мене. Ні мама, ні тато В'ячеслава. Как вы относитесь к этому ритуалу, который Мусихина совершила? З шуткою. Ритуал. Боже. Шуткой, да? Да, Да, ну, пусть она выйдет в эфир и скажет, что это шутка. Да. А ви побоялися. Бійтеся, бійтеся. Бо є вам за що боятися. У вас совість. Я просто воспринимаю это серьезно. Бояться вам стоит, да? Потому что вы не на того напали. Ой, напали ми на шахрая. На справжнього шахрая. І не прикидайте, що ви Да захисник. нет, это вы мошенники. Это вы взяли 10 тысяч долларов на помощь Вячеславу и заключили договор не с тем человеком, который вошел как адвокат. Хто ви такий? Яке ви до цього маєте відношення? А я кажу, що вам 20 тисяч заплатили. І ви їх присвоїли. І ніде не відчиталися ні перед ким. Не відзвітувалися ні перед ким. А вам дали 20 тисяч. Это клевета. От і я кажу, що ви клевещете на нас. Це також Я не клевета? клевещу. У меня есть свидетели и есть доказательства того, что А у меня Мусихина взяла 20 эти деньги и с адвокатом составила договор, который вообще не имеет отношения к этому делу. О, составила договор? То яке Да. ви лізете, чого ви лізете туди, куди вам не треба? Хто Да ви потому такі? что какое право имела Мусихина составлять договор от своего имени с каким-то адвокатом, когда деньги это предназначаются на помощь Вячеславу? Да ви що? А вам дали 20 тисяч. Де ці гроші? Это На помощь? клевета. Это клевета. Є свідетелі, які скажуть, що вам дали 20 тисяч доларів. Ну, давайте этих свидетелей. Что вы говорите? Есть. Ви всі Давайте. свідетелі. Хто у вас свідетель? Хто у вас свідетель? У меня есть запись эфира с Мусихиной. Это первое. Где она об этом ясно говорит. Ну так в чому шахрайство? Людина сказала, в чому шахрайство? А от вам дали чому? 20 тисяч, ви просто мовчите. Ну, я еще раз говорю, что это клевета. А то, что Мусихина взяла, это факт. Про те, що Мусихіна То, що взяла, вона я сказала, в чому тут є брехня, в чому тут брехня? Вона сказала, що було це, а вам дали 20 тисяч, і ви про це мовчите. Є свідетелі Вы того. прикидываетесь сумасшедшие или нет? Я говорю, что это клевета. У вас нет свидетельств и доказательств. Это явная клевета. И если вы не представите эти доказательства, то я могу вас привлечь за эту клевету. Давайте, давайте. Давайте, Да, привлекайте. Да, давайте. Привлекайте. Привлеку, да, что думаете? Давайте. У мене вже колінці трусяться. Ну вот, да, это хорошо. Наконец-то. Да, ущербный вы человек, ущербный. Это вы пытаетесь так мое человеческое достоинство унизить, да? Не. У
Ваше чоловіче Нет. достоинство? Те, що ви брехню, бруд льєте на нас, на групу підтримки, яка реально Какую допомагає. брехню? Правда. Какую брехню? О том, что она взяла деньги, и предназначена на помощь юридическую Вячеславу, и составила договор непонятно на каких основаниях, и Владимир, употребила эти деньги. Ви такі. Она еще Хто ви такі? обвешалась золотыми серьгами по килограмму в каждом ухе, да? Теперь. За счет цих денег Выходит, ви в своєму розумі. Ви в своєму розумі. Оце брехня. Розумієте? Ось ви брешете. Ви А наглючені где она работает, это ваша Мусихина сейчас? Можете сообщить? до того, як у неї були ці серги. А не зараз А вона... до того она работала на заправке, да, и там заработала, да, много денег. Валерій, не рахуйте чужих грошей. Понятно? Не рахуйте чужих грошей. І ви ніхто, і ви ніщо. І ви не маєте ніякого права вмішуватися. Но когда я вижу преступление, когда я вижу преступление, признаки преступления, то я собираюсь принимать решение, реагировать или нет. И когда такая наглость идет прямо в эфире, мы будем тут мошенничать, да, вы тут не обращайте внимания. Правильно? Боже, який Этого ви... вы хотите? При чому тут це? Я вам ще раз кажу, не лізьте туди, куди вас ніхто не просить. Ви ніхто і ніщо. Вы мне не указываете, куда мне лезть и куда мне не лезть. Я прошу не указывать мне. Людського у вас нічого немає. Я вам кажу, що якщо ви не можете допомогти Вячеславу, то хоча Это б не... мошенничество, это вы называете человеческим. Да знаете что? Вы вообще Ведь- аморальный тип. Вы аморальный тип. Если вы не понимаете, в чем эта аморальность. Это преступление. Все. Є преступлення, До Боже, свидання. який бред несете. Бред. Так, ну, друзья, мы поговорили тут. Значит, позиции понятно. Группа мошенников продолжает свои дела. Говорит, вы тут в наши мошеннические схемы не лезьте, и, значит, мы будем продолжать. Я говорю, где доказательства адвокатские, где фальсификации, где доказательства давления, их нету. И они все время плачутся. Донатьте, 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 потому что экспертизы дорогие. А сама Мусихина присвоила себе 10 тысяч долларов, и, которые на помощь Вячеславу Зинченко были переданы. И теперь, значит, где они делись, шито-крыто. И, несмотря на это, у нее там по килограмму серьги золотые в ушах в эфире уже. Это понятно. И теперь вы там не лезьте, да? Вот, ну, всех присутствующих благодарю за эфир. Здравствуйте. До новых встреч.